Привет, друзья! Сегодня природа вновь напоминает, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, штормы сметают все на своем пути, и кажется, что стихия только набирает обороты. И все это произошло всего за сутки. Ну а мы начинаем и переносимся во Вьетнам. Мощный тайфун Калмаэгги, ранее вызвавший катастрофические последствия на Филиппинах, обрушился вчера на центральные провинции Вьетнама, принеся с собой проливные дожди и ураганный ветер. Скорость ветра в эпицентре тайфуна, который достиг третьей категории опасности, достигала 148 км в час с порывами до 185. По данным местных властей, на утро пятницы в результате удара стихии погибли по меньшей мере 5 человек, и еще 6 получили ранения. Тайфун нанес значительный ущерб. Сообщается об обрушении 52 домов, еще 2593 повреждены, повалены деревья, нарушено электроснабжение в ряде провинций. Из-за непогоды были закрыты 6 аэропортов, отменены сотни рейсов. Власти Вьетнама, где ранее уже наблюдались серьезные наводнения после проливных дождей, заранее эвакуировали тысячи жителей из прибрежных районов и привели в готовность более 260 тысяч военнослужащих для проведения спасательных работ. Сейчас тайфун ослаб до тропической депрессии и продолжает движение в сторону Лаоса и Камбоджи, но сохраняется высокий риск наводнений и оползней в центральных регионах Вьетнама. Мощный и разрушительный шторм обрушился на восточное побережье канадского острова Ньюфаундленд. Стихия, сопровождавшаяся ураганным ветром до 172 км в час и гигантскими 12-метровыми волнами, нанесла значительный ущерб инфраструктуре и привела к серьезным последствиям. По всему восточному побережью были зафиксированы масштабные разрушения. Более 9 тысяч жителей остались без электроснабжения. В южной части полуострова Авелон, в муниципалитете Трипасси, несколько семей были эвакуированы из-за угрозы подтопления. Стихия также повредила дамбу в Трипасси и дороги в нескольких прибрежных городах. Самым тяжелым последствием стало полное уничтожение местного рыбного завода в городе Сент-Мэрис. Предприятие обеспечивало работой более 300 человек. Из-за ураганного ветра и обрушивающихся на берег волн пожар невозможно было потушить. Огонь быстро распространился по зданию, и завод сгорел дотла. Власти проводят оценку ущерба и призывают жителей в целях безопасности избегать прибрежные зоны. В городе Ульсан на территории тепловой электростанции компании Korea East West Power произошло обрушение 60-метровой конструкции котельной башни. Инцидент случился днем в четверг во время проведения работ по демонтажу выведенной из эксплуатации башни номер 5. В момент обрушения на объекте работали 9 рабочих, 2 удалось спасти, они были госпитализированы с серьезными травмами, остальные 7 человек оказались под завалами. К утру пятницы спасателям удалось извлечь из-под обломков 3 рабочих. К сожалению, они погибли, несмотря на все усилия медиков и спасателей. Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь. Они осложняются узкими подъездными путями и риском дальнейшего обрушения конструкции и возможностью падения соседних башен. Тяжелая техника, такая как 700-тонные краны, пока не может быть развернута из соображений безопасности. Министерство труда Южной Кореи начало расследование для определения причин обрушения и выявления возможных нарушений правил безопасности и охраны труда. Сильные проливные дожди, обрушившиеся на провинцию Барселона, вызвали масштабные наводнения в пригородах и нарушили транспортное сообщение. В наибольшей степени от стихии пострадали муниципалитеты Сан-Кугат-дель-Валес и Серданья-ла-дель-Валес. Ливневая канализация не справилась с потоком воды, и улицы городов оказались затоплены. В Барселоне непогода привела к серьезным перебоям в работе международного аэропорта Эль-Прат. Было отменено по меньшей мере 47 рейсов, и еще десятки были задержаны.
Непогода сопровождалась сильными порывами ветра, который повалил десятки деревьев и вызвал заторы на дорогах. Национальное метеорологическое агентство Испании объявило оранжевый уровень тревоги для всей прибрежной зоны. Власти призвали жителей к максимальной осторожности, рекомендовав избегать ненужных поездок и держаться подальше от русел рек и водотоков. Информации о погибших или серьезно пострадавших в результате наводнений не поступало. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. 6-метровый питон едва не задушил гида в Индонезии. Мужчина проводил тур для группы туристов на лодке по реке, когда заметил крупного питона, отдыхавшего на берегу. Вместо того, чтобы проплыть мимо, гид решил продемонстрировать гостям змею вблизи. Он попытался схватить хищника за голову, но потерял равновесие и упал в воду прямо к питону. Реакция змеи была мгновенной. Она тут же обвилась вокруг тела экскурсовода и начала его душить. Ситуация могла закончиться трагически, если бы не туристы. К сожалению, урок не был усвоен. Вскоре после спасения незадачливый гид и туристы, вместо того, чтобы отпустить животное, сообща поймали питона и устроили с ним фотосессию на память. Сильная волна непогоды обрушилась на Грецию, затронув острова Скиафос, Северную Эвбею, Крит, Спорады и Киклады. Шторм принес проливные дожди и вызвал масштабные наводнения, оползни и транспортный хаос. На острове Скиафос из-за интенсивных осадков оказались затоплены улицы и порт. Уровень осадков в отдельных районах достиг 85 мм. Движение автомобилей оказалось практически парализовано. Некоторые дороги превратились в бурные потоки воды. Пострадала и Северная Эвбея. В Киме выпало около 86 мм осадков, в Сетте и Стене зафиксировано до 70 мм. В поселке Глистера муниципалитета Пили произошел оползень, разрушивший участок дороги. В Литаре и Киме из-за обрушения дорожного полотна местные власти ввели ограничения на движение. В ходе прохождения шторма была зафиксирована исключительная электрическая активность. Над Спорадами, Аттикой, Кикладами и Критом отмечено более 20 тысяч ударов молнии. На Крите сильные грозы, особенно в северных префектурах Ханья и Эретимна, вызвали дополнительные проблемы. В поселке Острицы прошла интенсивная буря с градом, которая нанесла значительный ущерб местным оливковым садам и поставила под угрозу весь урожай текущего года. Метеорологические службы предупреждают о сохранении неустойчивой погоды в регионе. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера днем на железнодорожном переезде в районе Ореховой Сопки в Хабаровске. Пассажирский автобус столкнулся с поездом. В результате аварии пострадали 4 человека. Инцидент случился на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе улицы Калабельды. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса маршрута номер 40 проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути прямо перед приближающимся поездом. Произошло столкновение. В момент аварии в маршрутном транспортном средстве находились водитель и 3 пассажира. Все 4 участников ДТП получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения города. Сегодня ожидается один из самых сложных, а скорее всего самый сложный геомагнитный день года. Земля одновременно должна войти в зону действия крупной корональной дыры, а также выдержать приход 2 облаков плазмы, выброшенных в результате больших солнечных вспышек, произошедших 2 суток назад. Судя по показаниям наземных и космических средств контроля, первый пункт расписания на день на данный момент выполнен. Планета несколько часов назад вошла в поток плазмы из корональной дыры. При этом околоземное пространство
уже накануне было возмущено на фоне происходящих вчерашних магнитных бурь, в результате чего добавившееся воздействие дыры перевело наблюдаемые параметры солнечного ветра в совсем экстремальные диапазоны. Прогноз по-прежнему обещает рост интенсивности магнитных бурь до уровня сильных, класса G3 и даже немного выше. Последние данные также говорят и о возможности слабых магнитных бурь в субботу, и о продолжении периода возмущений геомагнитного поля в воскресенье. Вечером в среду небо над Хансвиллом озарил яркий болид. По данным Американского метеорного общества и Офиса по исследованию метеороидов НАСА в Хансвилле, объект вошел в атмосферу на высоте 80-100 километров со скоростью около 27 километров в секунду. Астрономы считают, что это был фрагмент кометы Энке. Земля как раз в эти дни проходит через ежегодный метеорный поток Южные Тауриды, связанный с кометой Энке. Сильный ливень с градом и грозами пронесся по Джермистону, промышленному городу на востоке Йоханнесбурга в ЮАР. За полчаса выпало до 30 миллиметров осадков. По данным Южноафриканской метеослужбы, это часть обширного фронта сильных гроз, охватившего всю провинцию Гаутенг. В нескольких районах град повредил автомобили и крыши домов. Хлынувшие потоки воды парализовали движение на ключевых автомагистралях и привели к затоплению торгового центра Golden Walk. Посетители в панике покидали затопленные магазины по колено в воде. Всего в результате стихии оказались затоплены более 10 километров дорог, эвакуировано свыше 200 человек. Для ликвидации последствий непогоды власти мобилизовали все экстренные службы, направив их на откачку воды и расчистку завалов. Для пострадавших развернут временный пункт помощи. В Цинь-Дунг-Иском, автономном уезде провинции Юньнань, произошел оползень, который разрушил участок горной дороги, соединяющий уездный центр с соседними деревнями. Стихийное бедствие, спровоцированное проливными дождями, привело к временному закрытию трассы и эвакуации 45 жителей из-за угрозы повторного схода. Сейчас трасса закрыта для всех видов транспорта. Существует объезд по грунтовым тропам, но он увеличивает путь на 40 километров. У причала судоремонтной верфи в Петропавловске-Камчатском опрокинулось судно береговой охраны. Несколько человек оказались в воде, но никто не пострадал. Как сообщают СМИ, судно планировали отправить на ремонт, однако при попытке его подъема по неизвестным причинам судно завалилось на бок. Во время происшествия на палубе находились люди, некоторые из них в результате происшествия упали в воду. Предварительно никто не пострадал. По неподтвержденной информации, специалисты, которые занимались подъемом судна, не имели на это соответствующих разрешений. Официальной информации от пограничного ведомства не поступало. Сильные проливные дожди, обрушившиеся на муниципалитет Эль-Джебель-Эль-Ахдар на востоке Ливии, спровоцировали мощные селевые потоки и масштабные затопления в районе Марава. Стихия привела к серьезным разрушениям инфраструктуры и повреждению частной собственности. По данным местных метеорологических служб, за несколько часов в регионе выпало до 60 миллиметров осадков. Потоки дождевой воды стремительно хлынули вниз по долинам и низинам, затопив улицы и дороги. На отдельных участках уровень воды достигал 1–1,5 метра. В результате разгула стихии повреждено около 30 жилых домов, затоплено более 10 километров дорог. Повреждены 2 моста, затоплено 5 фермерских хозяйств. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Местные власти и службы гражданской обороны предупреждают жителей об угрозе новых подтоплений и рекомендуют избегать низин, русел рек и затопленных участков дорог. Ведутся работы по ликвидации последствий наводнения и оказанию помощи пострадавшим.
Филиппины, еще не оправившись от последствий тайфуна Калмаеги, готовятся к новому удару стихии. В Филиппинском море сформировался тропический шторм Фунгвонг, который, по прогнозам синоптиков, может усилиться до супертайфуна и достигнуть острова Лусон уже 10 ноября. По состоянию на утро 7 ноября Фунгвонг усилился до сильного тропического шторма. Максимальная устойчивая скорость ветра достигает 95 км в час с порывами до 115. Шторм движется в северо-западном направлении со скоростью около 10-20 км в час. Ожидается, что Фунгвонг продолжит стремительно набирать силу и может достичь статуса супертайфуна к вечеру субботы, достигнув пика интенсивности вблизи региона Бикол. Власти Филиппин уже объявили режим национального бедствия из-за последствий предыдущего тайфуна Калмаеги, а также в рамках подготовки к возможному удару Фунгвонга, который, по их прогнозам, может быть даже сильнее. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.